Нихао, друзья, меня зовут Алексей, и я уже 1,5 года живу в Китае. Этот ролик я запишу в формате влога, это наиболее удобный для меня формат, мы раскроем разные темы, которые мы еще не обсуждали. За последние 3 месяца произошло много интересного, как и в лучшую, так и в худшую сторону. В общем, обо всем дальше поговорим, но самое интересное, самое большое открытие для меня было, что китайцы берут мои ролики на YouTube, добавляют к ним китайские субтитры и выкладывают на свой внутренний YouTube, который называется Билибили. И там просмотров в 4 раза больше, чем у меня здесь на YouTube. Там один комментарий набирает больше лайков, чем все мои ролики вместе взятые. В связи с этим я бы хотел обратиться к своим китайским друзьям. 因此呢，我想对我的中国朋友们、我的中国同事们说几句话，表达对支持的感谢之情。我都在阅读，看到你们温暖的话语，非常感谢你们的热情款待。 今后我会努力拍摄更多内容，为中国观众创作更多内容。好的，谢谢，开始吧。Take me back to the riverside, counting days, passing time. We were young and so alive. Now it feels like another life. Сегодня мы с ребятами приехали на серфинг в наше любимое место – Луп-салон. Очень сильный ветер сегодня. Не лучшая погода для съемок, но идеальная для катания на серфе. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. Я с особым трепетом отношусь к этому месту. Оно далеко не идеально, но у него есть свой характер и свой вайб. Для меня это прям уже определенное место силы, где я чувствую себя максимально живым и счастливым. А еще этот выезд для меня особенно важный, потому что первый раз у меня получилось взять с собой Арчи на море. И он такой счастливый бегает, ему так нравится море, он так кайфует. И я от этого, естественно, вдвойне счастлив. Мы тут проведем несколько дней. С такой погодой, правда, сильно не поснимаешь, но я постараюсь хоть немного. Еще я хотел бы взять интервью небольшое у своих друзей, спросить их впечатления о серфинге и в целом о Китае. I just need more. We had all the time in the world, now I just need more. I just need more. We had all the time in the world, now I just need more. I just need more. We had all the time in the world, now I just need more. I just need more. And it's been so long, you know. Это моя сестра, о которой я так много рассказывал в своих роликах, вы ее могли видеть. Благодаря ей я в целом оказался в Китае. Как и все здесь, как остальные. И все здесь, кого вы до этого смотрели, да. Сестра, Да, правда. расскажи свой путь, как ты оказалась в Китае. Путь воина. Да. Я приехала в Китай моделить, я приехала на модельный контракт. После 2 месяцев мне сказали, что я отвратительная модель, и что они вообще не хотят меня здесь. И я сказала, а можно материться? Нет. Я сказала, ну ладно. Ладно, и просто решила остаться здесь, пожить, посмотреть, как вообще все. Я работала на разных работах. Я работала стримером, когда вы продаете разные вещи в Америку, и нужно говорить на английском. Потом я работала какое-то время моделью, и после этого я стала актрисой. Поэтому сейчас моя основная деятельность — это именно актерская сфера. Много людей, которых вы встретите в Китае, это будет или модель,
или бизнесмен. Да. Две категории. Да. Поэтому здесь люди остаются, они по 10 лет живут, они занимаются моделингом, и всем, в принципе, комфортно. Если вам комфортно зарабатывать там 20 тысяч юаней в месяц, и это вам хватает для жизни, то, в принципе, Китай — это окей для starting point. Но потом, если вы хотите чего-то большего, то здесь опять-таки очень много возможностей дальше развиваться и дальше стремиться куда-то в высшую сферу. То есть сначала моделинг, потом актерское, потом актерство связано с экшеном, ну и потом уже мне все это надоест, и я перейду на Серфинг чисто. серфинг, да. Да. А вот как раз дай советы таким же молодым ребятам, девчатам, которые будут переезжать, которые хотят переехать в Китай, заниматься тоже, допустим, моделингом. Ты потому что сколько в 19 лет переехала в Китай без знания китайского языка, но с хорошим знанием английского. Но английский мне никогда не помогал в Китае. Да, английский тут не сильно, чтобы мог помочь тебе. Вот какие советы ты могла бы дать молодым ребятам? Первое, наверное, о чем бы мне хотелось сказать, это не приезжайте сюда без по туристической визе, без какой-то цели. Если вы хотите переехать сюда учиться, допустим, на 3 месяца, на полгода, на год, есть именно эти университеты, в которых вы можете учить китайский. Это очень крутая возможность просто посмотреть страну, познакомиться с культурой, познакомиться с китайцами и потом уже понять, как здесь остаться. Я бы рекомендовала все-таки, наверное, ученический вот этот опыт, потому что после него вы уже поймете, насколько вам комфортно здесь и вообще хотите ли вы здесь остаться. Если это только про моделинг, то моделинг лучше всего на контракт, потому что любая работа моделью или актером без рабочей визы, она нелегальна. Да, это важно. Поэтому я бы никому не советовала. У многих моих друзей были проблемы с полицией, поэтому приезжайте по контракту с агентством и потом либо просто его продлевайте, либо делайте себе компанию рабочей визы, оставайтесь здесь на фрилансе, работать, но легально. Это, наверное, такие главные 2 совета. Да. Не приезжайте по туристической визе, оставайтесь, и потом, потому что будет очень-очень тяжело все это figure out, потому что если вы приезжаете в 18 или 19 лет, вы не сможете открыть себе компанию. Сейчас правила поменялись, и сейчас можно только с bachelor degree. Бакалавр. С бакалавриатом. Сейчас можно открывать компанию только с 22 лет с бакалавриатом. Только с 22 лет. Все остальные визы, которые вы можете получить, потому что я столкнулась, это была моя главная проблема. Я не могла получить никакую визу. Вы можете быть здесь только на студенческой или только на туристической. Все. Вы больше никакую не получите. Рабочая, но только от модельного агентства. Поэтому если вам меньше 22, то нужно будет как-то кантоваться на вот этих визах или потом просто открывать компанию уже. Да, виза — это главная проблема в целом у всех иностранцев. Самое сложное — остаться в Китае. Приехать-то несложно, остаться сложно. Остаться сложно. И правильно, лучше по туристической не приезжать, тогда уже делайте лучше бизнес-визу, потому что ее сделать довольно легко, почти так же, как туристическую, просто чуть дороже. Ее дают там от 1 до 3 месяцев, хотя некоторые, я слышал, даже на полгода получают. Да, получают. Да, и ее будет проще переоформить в случае чего на рабочую, потому что с туристической будут проблемы. Да, но вам нужно еще понимать, что вы не можете миксовать студенческие и рабочие визы. Если у вас бизнес-виза, это только бизнес-виза. Вам не одобрят студенческую после бизнес-визы. Вам нужно идти или по студенческому пути, или когда понимаете, что вы будете открывать компанию, то тогда уже все, вы переходите на бизнес, потому что 2 эти сферы, они несовместимы. Вы либо учитесь, либо работаете в Китае. Да, легально работать не получится по студенческой визе. По студенческой визе нет. Легально работать в целом можно только по рабочей визе. Если вы думаете, что ваш английский спасет вас в Китае, нет, не спасет. У меня был замечательный английский, когда я приехала, и кроме иностранцев здесь ни с кем невозможно разговаривать по-английски. Поэтому, Да, это факт. да, учите китайский, ну или пользуйтесь переводчиками. В Китае комфортно жить, если вы готовы открыться Китаю. Если вы не в отрицании Китая, не в том, что «Ой, здесь люди не очень, еда не очень, вообще все не очень, я только буду с иностранцами», то вы никогда не прочувствуете Китай. Все мои друзья китайцы. Все мои друзья китайцы. Ну и брат. Потому что вот у меня есть мои 2 подруги, они русские, все остальные все китайцы. Потому что вам нужно быть в этом кругу, чтобы вам открылись возможности. Потому что если вы ограничиваете себя кругом иностранцев, это будет всего там 10% от того, как вы можете
здесь раскрыться. А все остальное, если вы выучите китайский язык, если потихоньку вы начнете разговаривать с китайцами, вы правда поймете, насколько крут Китай и сколько всего вы можете здесь сделать, потому что, опять-таки, в Китае главное connections. Если у вас есть connections, то вы вообще всего, чего хотите, можете здесь добиться. Ну расскажи, как ты вообще попал в Китай и какие были твои первые впечатления? Я прилетел просто посмотреть страну, то есть прилетел просто в гости, грубо говоря, взял визу на 2 месяца, чтобы понять вообще, что это такое, нравится мне здесь или не нравится, есть ли тут какие-то возможности. Первый месяц было сложновато, чтобы вообще понять, что тут происходит и что ты можешь сделать. Дальше уже ты начинаешь... Тут опять же зависит от человека, если как бы человек сам по себе ленивый, хочет, чтобы за него все делали, то просто возьмите туристическую визу, прилетите, отдохните, посмотрите и улетайте без всяких мыслей. Если вы пробивной человек, для вас тут возможностей будет вот столько. Да, это другой мир просто. Это в том плане, что ты попадаешь как будто на плюс, там, не знаю, 20-30 лет вперед в будущее куда-то. Допустим, я никогда такого не видел, а здесь элементарно ты просто идешь по улице, гуляешь, перед тобой люди моют тротуары с пеной, и ты такой типа, а как? А зачем вы это делаете? Все равно же завтра грязно будет. Абсолютно другой менталитет, абсолютно другое отношение к людям. Здесь нет грустных лиц, здесь тебе практически везде рады. Вы будете очень сталкиваться с тем, что вы будете идти по улице, к вам будут подходить знакомиться, пытаться пообщаться с вами, угощать всем, чем можно, даже если вы не хотите, вас будут настаивать, чтобы угостить. Какие главные минусы ты нашел для себя в жизни в Китае? С чем было сложнее всего вот тут? Слушай, тяжело сказать про сложности, потому что я изначально понимал, что, во-первых, это абсолютно другой язык, с которым я никогда в жизни не сталкивался. То есть иероглифы, ты попадаешь в ту среду, где ты ничего не понимаешь. С тобой общаются, ты не понимаешь, ты что-то пытаешься прочитать, ты не понимаешь. То есть вначале тебе в любом случае нужен переводчик, без него ты просто пропадешь. И то, как на деле потом оказывается, ты стоишь вроде волнуешься, ты понимаешь, что тебе нужно сходить там куда-то в больницу сходить. Ты думаешь, а как? А когда ты через это проходишь, ты понимаешь, так на самом деле все не так сложно. Да, я об этом же говорю постоянно в твоих роликах, что языковой барьер, он не такой страшный, как многие себе его представляют, как многие думают, потому что совсем можно справиться. Я тоже прилетел без знания и английского, и китайского языков. Сложность, наверное, только в голове у самого человека, который с всем этим сталкивается. На самом деле бояться не надо, просто лицо попроще, поуверенней, все, и поехали. А расскажи про китайскую еду. Вот за 9 месяцев нашел ли ты для себя что-то? Есть вкусная китайская еда, но она ближе похожа на какой-то привычный нам. То есть какие-то пельмешки, где-то какие-то мясо, которые там тефтели, там, не знаю, с лапшой. То есть, опять же, с едой, если у кого-то есть проблемы, я не переживаю очень за свой рацион. Во-первых, вся продукция доступна в магазинах, которая привычна нам в России. То есть вы можете сами что-то приготовить себе. С едой поначалу будет сложно, но именно сложно из-за того, что вы будете очень много пробовать, вы очень будете много выбирать. Пробуйте, выбирайте, не бойтесь, не понравилось, выбросил, потому что цена на еду дешевая. То есть там за 10-15 юаней можно нормально поесть, в принципе. Дальше я начал искать возможности остаться здесь. То есть единственная возможность, которая для меня была подвластна, то есть учитывая мои финансы, я нашел контракт с работой, которая мне, во-первых, очень нравится, и то, чем я занимался долгое время в своей жизни, это будет приносить мне деньги. Я подумал, почему бы нет? Возможность остаться в Китае, возможность зарабатывать. Хорошо зарабатывать по меркам в России, это очень хорошие деньги, как бы про них не будет речи. Но при этом получать удовольствие, общаться с людьми из разных стран. Вы все в куче, все доброжелательны. Я получаю массу удовольствия, я испытываю новые эмоции, которых я не испытывал там, в России, ни разу не сталкивался с ними. То есть сейчас я прям наслаждаюсь жизнью. Ну и скажи, что бы ты посоветовал, наверное, тем людям, которые переезжают сейчас в Китай, либо еще только думают о переезде? Все гораздо проще, чем вам покажется. В конечном итоге вы поймете, что гораздо все легче, чем в каких-то выпусках, комментариях. То есть люди любят накрутить. Берете, едете. Но я бы все равно рекомендовал, да, приезжать сначала по туристической визе, пробовать, потому что Китай может зайти, правда, далеко не всем. У половины в головах сразу бизнес с Китаем. У вас, да, да. Я был такой же, который, так, сейчас я здесь закупаю, туда продаю, денег вагон. Сюда ты прилетаешь, понимаешь, что да нафиг мне все это надо. Да, здесь Зачем? хочется жить, наслаждаться жизнью, не пропадать на работе целыми днями, не просиживать в офисе, хочется больше отдыхать.
Ну что, друзья, пришло время закрывать очередную небольшую главу нашей жизни в Китае. Мы долго решались, долго собирались и все-таки приняли решение, что нам нужна квартира побольше. Поэтому мы сегодня переезжаем. Эта квартира, правда, очень маленькая для нас. Стены эти давят постоянно, 4 стены, и уже хочется что-то побольше. Еще я переживаю за Арчи, собаке хочется побегать, а тут 3 квадратных метра, ему даже особо не разгуляться. Долго я искал следующую квартиру, наконец-то нашел, подписал договор. Вот все вещи уже собраны, осталось вот сейчас стол раскрутить, и через 2 часа приедет машина, будем грузиться. Естественно, дальше я все покажу. Новую квартиру тоже покажу, экскурсию устрою. Вот, счастливый у нас сегодня день, но довольно сложный будет. Ну а эту квартиру я буду вспоминать только с теплом. Она мне подарила замечательный год на самом деле. Но пора двигаться дальше, пора улучшать свои жилищные условия. Поэтому погнали! Ну вот такая у нас новая квартира, добро пожаловать. Мы невероятно довольны ей, особенно Арчи. Ему теперь есть где разгуляться наконец-то, больше места, носится с одного этажа на другой между комнатами. Я очень рад, что не стал спешить с выбором квартиры и дождался тот вариант, который мне полностью во всем устроит. И даже больше, честно говоря, такой квартире даже не мечтал. Но все было тоже далеко не так идеально. На самом деле квартира была полупустая, пришлось многое докупать, многого не было. Я покупал микроволновку свою, плиту, духовой шкаф, я сменил кран в раковине на кухне, я даже сменил унитаз, потому что старый почему-то разваливался, при том, что ремонт везде идеальный, все было в пленочке, вся мебель в пленочке, холодильник в пленке, там новые матрасы, новые кровати, тоже все в пленке. Плюс сестра мне подарила крутой проектор, подарила ковер, цветок, подсветку, в общем, тоже сильно приложила руку к благоустройству новой квартиры. Я когда уже подписал договор аренды на эту квартиру, я даже не знал, в каком районе я нахожусь. Меня привезли, мне очень понравилась квартира, я подписал документы, все по рукам, погнали. И только потом я узнал, что я нахожусь в самом русском районе Гуанчжоу. Тут очень много русских. На улицу выходишь, иностранцев и китайцев как будто 50 на 50, при том, что ты в Китае находишься. И вообще район мне очень понравился, очень зелено. Живешь как будто прям в парке. Есть где погулять с собакой, все благоустроено. И на самом деле очень много ребят гуляет с собаками, причем даже иностранцев. Я думал, я один такой ненормальный, который завел собаку в Китае, но нет, нас таких много. Еще обнаружил прямо у себя в доме магазин русских продуктов, чуть с ума не сошел вообще, это ужас был. Я между рядов минут 30, мне кажется, ходил, не мог успокоиться, наслаждался тем, что вижу русские продукты, увидел доширак, чуть сознание не потерял. В общем, я невероятно рад, что мы все-таки решились переехать и не стали продлевать тот контракт, потому что были такие мысли. Я не представляю, чтобы я еще 1 год вот эти в 4 стенах провел, они на самом деле очень давят, хотя квартира там была неплохая. Ну и, конечно, всем интересна стоимость аренды этой квартиры. Напомню, прошлую квартиру я снимал за 3500 юаней в месяц крошечную, эту я снимаю за 4000 юаней, то есть всего на 500 юаней я плачу больше, мне кажется, это ерунда, учитывая разницу в уровне между этими квартирами. Так что вот, можете поздравить нас с Арчи с новосельем. Пойдем, будем обживаться дальше. Ребята, классные новости. Я все-таки решился создать свой телеграм-канал, куда я буду выкладывать все, что не выходит на YouTube, все, что остается за кадром, весь лайв-контент, бэкстейдж со съемок, какие-то, где я посещаю интересные места, где, может, просто гуляю с собакой, а может, вообще, где дома готовлю суп. В общем, все подряд, пока сам не знаю, что из этого получится, просто хочу попробовать. Мы там будем с вами общаться, я буду отвечать на вопросы, стараться помогать. Возможно, у нас через какое-то время сформируется какое-то комьюнити, круг друзей, где мы будем друг другу помогать, общаться и знакомиться.
В общем, кому интересно, переходите, подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании к видео. Как обычно, время полезной информации. Хочу поделиться своим опытом, своей бедой, потому что я сам столкнулся с серьезной проблемой. Мои российские карты перестали работать за границей. После обновления Сбербанк вообще мне закрыл доступ к своему онлайн-приложению, и я остался вообще без доступа к своим деньгам, к своей последней рабочей карте. Единственное, что мне предложил Сбербанк, так это прийти к ним в офис для установки нового приложения. Но спасибо, я живу в Китае. Я не знал, как решить эту ситуацию, но тут я вышел на ребят из ЗК Корп, и они реально меня спасли. Они помогли мне открыть карту в Казахстане, и теперь я спокойно могу пользоваться ей для всех нужд за пределами России. Что круто, потому что на самом деле многие сервисы, вот, например, я оплачиваю музыкальный сервис для YouTube, я не мог оплачивать ни с российской карты, ни с китайской, неважно, был у меня доступ к ним, не было. А с казахстанской карты я могу оплачивать совершенно любые сервисы по всему миру. Все сделали быстро, без лишней головной боли, и что меня больше всего удивило, они привезли карту мне прямо в Китай, довольно быстро и прямо к моему дому. Банк, с которым они работают, предоставляет удобное приложение на русском языке. В нем все понятно, все доступно. Можно отслеживать и траты, и оплачивать разные услуги, и переводить деньги без сложностей. Для меня это стало огромным плюсом. Что еще классно, они могут не только открыть карты в Казахстане и Кыргызстане, но и помочь с открытием компании в Гонконге. А если у вас есть свой бизнес, то они откроют корпоративный счет в Казахстане. Это супер удобно, если вы хотите развивать свое дело за границей или просто искать новые возможности. Так что если у вас такие же проблемы, как были у меня, или вы хотите развиваться на международном уровне, обращайтесь к ребятам, ссылочку на них я оставлю в описании. Главная проблема, главный вопрос для тех, кто приезжает в Китай, неважно, туристам по работе или насовсем, как тут все оплачивать? Российские карты в Китае не работают, с наличкой вы тут тоже особо никому нужны не будете. И самый простой вариант – это оплата приложением Alipay, регистрация в котором займет у вас не больше 5 минут. Приложение на русском, поэтому разобраться не составит труда. Я живу в Китае уже 1,5 года, и это единственный способ оплаты, которым я пользуюсь. С помощью Alipay можно оплатить прям что угодно. Но главный вопрос, как пополнить баланс вашего счета Alipay? Вот тут я и хочу помочь и вам, и самому себе, чтобы не рассказывать про этот сервис каждому отдельно. Сервис максимально простой и понятный. В левой колонке вы выбираете, откуда хотите отправить деньги. В правой колонке куда. Вбиваете номер карты или, как в нашем случае, счет Alipay. Вы можете посмотреть его вот здесь. Актуальный курс на перевод всегда отображается в верхнем правом углу. Переводите деньги на указанную карту и ждете поступления на ваш счет. Обычно деньги поступают в районе 1-2 часов. Этим сервисом я пользуюсь уже больше года, почти с самого моего приезда в Китай. И, внимание, это не приложение на телефон, это сайт. Говорю, потому что куча народу мне написала, что не может найти такое приложение в магазине. Все, пользуйтесь на здоровье. Также быстро обновляю информацию по актуальным VPN-сервисам, которые хорошо работают в Китае. Вот они отображаются на экране. Если кто не знает, в Китае без VPN не работают почти никакие зарубежные приложения и сервисы, включая Telegram, WhatsApp, Viber, всех приложений Google и так далее. Поэтому, если вы собираетесь ехать в Китай, обязательно установите один из этих VPN. Они все платные, но стоят не очень дорого. Я бы сказал, вообще недорого. Бесплатно нормально работающих в Китае я, к сожалению, не встречал. Поэтому обязательно позаботьтесь об этом пункте. Нет ничего хуже, чем остаться без связи в чужой стране, еще и без знания языка. I've been working so hard to get you out my head, but I can't stop my thinking of the words that you have said. You told me that you loved me, how could I forget? Now it's spinning around inside my head. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. А сейчас расскажу, как я узнал, что мои ролики крадут на другую платформу. В общем, в какой-то момент ко мне стало добавляться очень много китайских ребят в Вичате, прям по 10 человек в день, и я не мог понять, откуда они все приходят. Пока мне одна из девушек не написала, что Алексей, в общем, вы знаете, что ваши ролики берут и выкладывают на
китайский аналог Ютуба. Называется Билибили, то есть берут мои ролики, переводят, добавляют китайские субтитры, говорят, вы там очень популярны. И в целом китайцам нравится то, что вы делаете. И я зашел, естественно, посмотреть. Мне было любопытно. И просмотров там, ну, конечно, в Китае просмотров намного больше. И, конечно же, было любопытно посмотреть, что там пишут люди. Я зашел почитать комментарии. Комментарии совершенно разные, но большинство, слава богу, позитивные, положительные. Спасибо всем ребятам за поддержку, моим китайским друзьям. Но также есть некоторые претензии, которые я сформулировал в 3 основных пункта. И сразу скажу, что я в целом их считаю довольно справедливыми. Начнем с самого очевидного. Это мои татуировки. Да. Ну, конечно, они отталкивают очень много людей, но в целом к этому я привык еще в России. И я бы сказал, что даже в России я чаще негативную реакцию встречал, чем в Китае. Вы можете убедиться в этом, спустившись в комментарии к любому моему ролику. Там обязательно есть много негативных отзывов о моих татуировках от русских ребят. Но это мой осознанный выбор, и я с пониманием отношусь к любой реакции. Вторая основная претензия – это то, что спустя год жизни в Китае я должным образом не уделяю время на изучение китайского языка. Конечно, я считаю это справедливой претензией. И сам считаю, если ты переезжаешь жить в другую страну, это тот минимум, который ты должен сделать. Ты должен проявить уважение к стране, в которой ты живешь, к людям, с которыми ты рядом находишься. Но я уже начал потихоньку учить китайский язык. Да, это все не так просто. Первый год у меня ушел на то, чтобы просто освоиться в стране, понять вообще, как здесь жить, наладить работу, наладить какие-то контакты. В общем, ну, тяжело одновременно делать все, но я обязательно выучу китайский язык, у меня есть большое желание, и я уже в процессе. И третий пункт, третья претензия, что я не ем китайскую еду. И да, но этот пункт уже не совсем актуален, потому что я полюбил китайскую еду, понятное дело, не всю, но я стал есть много блюд, и теперь с интересом пробую каждый раз разные. Я не знаю, то ли за 1,5 года у меня так изменились вкусы, то ли я просто не те блюда пробовал, но, боже, какая вкусная китайская еда. Вот мы ездили на серфинг, я покажу кадры, либо я уже их показывал вам, потому что я не знаю, что зачем будет идти пока, но это, вот мы заказывали 7 разных блюд, и все 7 были изумительные по вкусу. Мне кажется, по-моему, это была северная кухня китайская. После этой дегустации мне захотелось просто ходить по всем чифанькам и пробовать как можно больше блюд, потому что я не представляю, сколько еще меня таких открытий ждет. Вот такие основные претензии я нашел к себе. Не скажу, что они какие-то сильно значительные, просто нашел их забавными. И в любом случае я благодарен всем, кто пишет комментарии, неважно, позитивные, негативные. Спасибо всем, интересно читать, и всегда видишь, в какую сторону лучше двигаться. Ребята, пока не забыл, у меня на самом деле много есть полезных контактов, поэтому если вы летите в Гуанчжоу, там летите в целом в Китай, можете мне написать. Возможно, вам нужно подобрать квартиру, у меня есть контакты риэлторов хороших, пишите, я вам отправлю, помогут подобрать квартиру там классную, как у меня, или еще лучше, по хорошей стоимости. Есть ребята, которые помогают активировать WeChat. Если вы прям собираетесь переезжать в Китай жить, то, как по мне, лучший способ здесь остаться на длительный срок – это регистрировать свою компанию. Может, не самый бюджетный вариант, но, как по мне, самый лучший. Есть у меня такие ребята, которые помогают регистрировать компанию в Китае, в Гуанчжоу, в Шэньчжэне. Через них я сам лично открывал свою компанию. Поэтому, если кому-то надо, пишите, все контакты я отправлю. Здесь я прикреплю ссылочки на все свои соцсети, пишите, где вам удобно. Денег я за это не беру, мне ничего не нужно, поэтому обращайтесь, совсем помогу.
А сейчас расскажу немного о детских садах в Китае и в целом о образовании в Китае. Кому-то может быть полезно. В общем, детские сады в Китае хорошо готовят детей к школе. Они учат их писать, считать и изучают китайский язык. По окончанию выдают диплом. Стоимость примерно 2-3 тысячи юаней в месяц. Школы есть несколько вариантов. Обычная китайская школа, где ребенок у вас становится практически китайцем. Он впитывает весь китайский менталитет, все привычки и так далее. Частные иностранные школы. В них очень высокий уровень обучения, дают в будущем много привилегий. Обучение проходит на английском языке. Китайского языка чуть меньше. Но обучение в них стоит очень дорого, примерно 200 тысяч юаней в год. Одно дело, если вы переезжаете в Китай с маленьким ребенком, которого вы отдадите просто там в ясли или в детский сад, и он будет наравне со всеми изучать и китайский, и английский язык. Другое дело, если вы переезжаете уже со взрослым ребенком, например, пятиклассником, который не знает ни английского, ни китайского, а обучение в Китае будет, естественно, в лучшем случае на английском. Для таких семей есть вариант дистанционного. Дистанционное. Да. Для таких семей есть вариант дистанционного обучения в русских школах. Например, Московская школа завтрашнего дня, где обучение проводится по русской программе дистанционно. Все ссылочки я оставлю в описании. Иначе обстоят дела с иностранными студентами. В Китае им всегда рады, и многие университеты специально участвуют в программах обмена. Выделяют гранты, стипендии и гибкую систему скидок для учащихся из других стран. На них нет такого давления, как на китайских студентов. Преподаватели все подробно объясняют, могут делать поблажки. Это объясняется тем, что высокий процент иностранцев напрямую влияет на внутренний и международный рейтинг университета, повышает его престиж и репутацию. Поэтому ежегодно в Китай приезжают на обучение молодые люди из разных стран мира, в том числе из России. До пандемии в 2018 году в китайских университетах обучалось более 19 тысяч российских студентов. Высшее образование в Китае для русских предусматривает несколько вариантов. Со знанием языка можно сразу поступать в вуз на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Без знания языка доступно поступление через подготовительный курс или языковую школу. Это, конечно, далеко не полная информация о обучении в Китае, но пока что вот все, что я смог для вас собрать. Надеюсь, кому-то было полезно. Еще стоит сказать пару слов о медицине в Китае. Болеть в Китае дорого. То есть после обращения в больницу, после любой процедуры, китайцы вам выставят счет за каждую иголочку, за каждую салфеточку, за каждый миллилитр спирта, который на вас ушел. Но медицина тут действительно очень качественная. Медицина в Китае делится на традиционную и нетрадиционную. Традиционная медицина основана на тысячелетних практиках, активно сочетается с современными методами лечения. Врачи могут назначить одновременно препараты западной медицины и процедуры вроде иглоукалывания или травяных настоев, создавая комплексный подход к выздоровлению. В китайских больницах все роботизированное, даже в самых стандартных госбольницах есть свое личное удобное приложение. В Китае установлены цены на лечение, а все государственные и некоторые частные клиники работают по системе медицинского страхования. Это что-то вроде российского аналога ОМС, но очень качественно реализованного. Так что лечение в Китае самим китайцам обходится не слишком дорого. Что же касается пациентов из других стран, то цены установлены согласно тарифу, который в шутку можно назвать «китаец без страховки». А поскольку цены на лечение в Китае регулируются государством, то этот тариф будет одинаковым для вас, откуда бы вы ни приехали. Поэтому, если вы едете в Китай, обязательно делайте медицинскую страховку, в случае чего она поможет вам полностью или частично закрыть счет. Китайский Новый год является самым важным и значимым праздником в культуре Китая. Его главные традиции связаны с семейным сбором, пожеланиями добра и благополучия. Родственники и друзья путешествуют на отдаленные расстояния, чтобы быть вместе и отпраздновать Новый год. Это движение даже получило свое название, как «Большая весенняя миграция». Официально Новый год в Китае длится 2 недели, но по факту это весь месяц.
Happy New Year! В Китае Новый год люди отмечают с большим шумом и радостью. Они посещают храмы, танцуют льва и дракона и дарят друг другу красные конверты с деньгами для обеспечения удачи и благополучия во всем следующем году. Легенда гласит, что в первый день Нового года на землю спускается чудище по имени Нянь, что в переводе с китайского значит «год». Нянь приходит, чтобы сожрать запасы, зерна, скот и иногда утаскивает еще и местных жителей. Особенно он любит маленьких детей. Считается, что если оставить на входе в свой дом еду, то нянь насытится и не тронет людей. А еще нянь боится красного цвета, огня и громких звуков, поэтому китайцы украшают свои дома, да и вообще весь город красными фонарями, свитками, готовят много еды и веселятся всю ночь. Reaching out and reaching on. Here comes the flood, rushing free. To love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Помните, что я говорил, что за год жизни в Китае не нашел себе вкусных блюд китайских? Забудьте все, что я говорил. Мы приезжаем уже несколько раз на серфинг и едим теперь только в китайских ресторанах, китайских чифаньках. Мы заказываем по 10 разных блюд, и это безумно вкусно. Причем безумно вкусно каждое блюдо. Половина из этого я раньше вообще не ел. И я ни разу не показывал в целом, как это выглядит. Вот так выглядит китайский стол. Блюдо заказывается не на каждого человека, а заказывается общий стол. И каждый набирает в себе небольшую тарелочку, то, что он хочет. Стол вот так вот крутится для удобства, и каждый может взять то, что он захочет. То есть я даже не могу понять, это мои вкусы за год так изменились, что я привык, и мне стала нравиться китайская еда, или я просто нашел те блюда, которые мне по душе. И поэтому сейчас хочу побольше ходить по чифанькам, больше экспериментировать. Я уверен, что там еще миллион вкусных блюд меня ждет. В основном, если китаец поведет вас в ресторан, то это будет что-то похожее. Просто вам нужно сказать, что вы не едите острое, даже если вы едите. Потому что китайское острое, оно не сравнится с тем, что мы едим в России. Абсолютно вообще нет. И все, что овощи, все будет почти съедобное. Вот у нас здесь из овощей тут получается моя любимая фасоль. Как это называется по-русски? Брокколи? Нет. Нет, капуста. Капуста цветная. Капуста. Капуста цветная, огурцы и что-то еще. Баклажаны очень вкусные еще. Они в Китае готовят баклажаны. Поэтому все, что овощи, вообще не стесняйтесь, заказывайте. С мясом поосторожнее, потому что оно очень сильно oil. Много масла. Много масла. Много масла добавляют, поэтому тяжело вообще для пищеварения. Сначала запасайтесь таблетками, потому что в первые разы будет тяжело. Даже если вы идете на хот-пот, хот-пот это когда чан такой с кипящей водой, вы туда там макаете всякие овощи и не знаю, мясо. Все равно, даже в самом хот-поте они добавляют вот так oil. Масло килограммами просто. Поэтому аккуратнее берегите свое пищеварение, говорите, что вот вы не готовы к такой еде, побольше овощей, ну и потом как-нибудь привыкнете уже, если на долгое время.
потому что Макдональдс есть постоянно вообще не камильфо. Hearts worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. Ну вот и все, друзья, это пока все, что у меня для вас есть. Спасибо большое, что досмотрели до конца. У нас сейчас в городе полным ходом идет подготовка к празднованию китайского Нового года, который в этом году проводится с 28 по 29 января. Поэтому я и вас поздравляю с этим праздником. Желаю в новом году вам всего наилучшего. Наслаждайтесь моментом, больше путешествуйте. И всем желаю посетить хоть раз Китай. Оно этого точно стоит. Ну а если вы хотите меня поддержать, то лучший способ это сделать — написать какой-то комментарий, поставить лайк. И если есть у вас желание, подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Спасибо и пока. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, but just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from